Пожар на борту. Пожар на борту. Этот фильм показывает, как можно избежать опасность возникновения пожара на борту и что необходимо предпринять в случае его возникновения. От чего может возникнуть пожар? Пожар может возникнуть при следующих 4 условиях. Первое условие – воспламеняющееся вещество. Оно может быть как в твердом, так и в жидком или газообразном состоянии. Второе условие – кислород. Должно быть достаточно кислорода. Третье условие – температура воспламенения. Температура воспламенения является минимальная температура, при которой происходит самовозгорание воспламеняющегося вещества. У каждого материала своя температура воспламенения. Четвертое условие – соотношение пропорций. Количество кислорода и воспламеняющегося вещества должны находиться в определенном соотношении друг к другу. При наличии всех 4 условий начинается пожар. Берегись. При уменьшении количества кислорода огонь затухает. С добавлением кислорода огонь опять разгорается. Огонь не только источник света и тепла, но также и источник бед и разрушений. Огонь свечи горит очень слабо. Малейшее дуновение ветра может его загасить. Огонь камина может опасно вспыхнуть при наличии воздушной тяги. Огонь, которым невозможно управлять, предоставляет всегда большую опасность, и прежде всего в машинном отделении. Вследствие утечки горючего из трубопровода и его воспламенения возникают большие разрушения. Предохранительные противопожарные меры, противопожарная конструкция. Огнестойкие палубы разделяют судно на отдельные секции и препятствуют распространению пожара в другие места. Exhaust pipes liable to heat up in operation are insulated with lagging material and steel casings. Газоотводные трубы нагреваются во время работы, поэтому их защищают изоляцией. Провода, фильтры и вентили находятся под большим давлением. Аварийные выходы обеспечивают безопасный проход из машинного отделения на палубу. Хорошо ознакомьтесь у себя на судне с запасными проходами и аварийными выходами. А также с находящимися на борту огнетушительными устройствами. Before putting them into operation, the pumping system has to be activated. Fire drills help you to get used to handling the equipment. Installed in the engine room with its special fire hazards, there is a 50-kilogram portable fire extinguisher. В машинном отделении находится передвижной 50-килограммовый порошковый огнетушитель с указанной на нем инструкцией пользования. Дистанция распыления от 6 до 8 метров. Длительность действия около 50 секунд. The operating instructions are printed on the case. And now to the hand fire extinguishers.
Кроме того, на борту везде расположены ручные огнетушители. В зависимости от типа они заполнены 6 или 12 килограммами огнетушительного порошка и могут быстро погасить разгорающееся пламя. Так пользуются 6-килограммовым порошковым огнетушителем. Правила пользования и применения огнетушителей отличаются друг от друга в зависимости от их марки. Но одно правило едино для всех. Снять с предохранителя, запустить и только потом к месту пожара. Продолжительность распыления 6-килограммового огнетушителя достигает 15 секунд на расстоянии в 3-5 метров. Ознакомьтесь с инструкцией пользования огнетушителями на борту вашего судна. Но одно правило едино для всех. Снять с предохранителя, запустить и только потом к месту пожара. Следите за регулярностью проведения профилактического осмотра, указанного на контрольной бирке. Только что использованный огнетушитель нужно тут же зарядить или заменить другим. So, every ship must have a full complement of proven firefighting equipment. A quick question. Are you sure you know where your nearest fire extinguisher is? Would you have known? Каждому судну исправные огнетушительные устройства в необходимом количестве, так как не всегда можно избежать опасности возникновения пожара. Пожар на судне. Все может произойти гораздо быстрее, чем думаешь, по разным причинам. Горячие поверхности, на которых могут воспламениться смазочные масла. Короткое замыкание с электрической дугой. Искра и раскаленный металл при сварочных работах. Или знаменитая сигарета. The list of examples can be continued ad infinitum. Technical defects or human error. Пример. Погашение пожара с помощью огнетушителя. Fire hazards on board can never be eliminated altogether. But by making the right decisions and taking the right precautions learnt in fire drill, the devastating effects of fire on the ship and her crew can be decisively reduced. Хладнокровие и четкая информация помогают справиться с ситуацией. Although he'd bled off the air, there was still some oil left in the pipe. Better go up and change. Now it's a question of keeping your cool and doing the right thing. That's right. But be careful, the oil-soaked boiler suit. Keep a safe distance from the flames. Very observant. When it's a matter of seconds, a cool head and clear communication help you to master the situation. Only by using your head, taking thought for your own and your mate's safety, can you gain control of the situation. Хладнокровие и четкая информация помогают справиться с ситуацией. The machinist contacts the bridge. He gives his name and the location of the fire on board. He specifies the type and source of the fire and says what action has been taken to fight it. He informs the bridge that the fire has been extinguished. Das Feuer scheint gelöscht. Tatsächlich, Hansen zeigt, Feuer ist aus. Okay, wir überprüfen das nochmal. Genau. Und ich sehe gerade, der Chief... The chief engineer arrives on the scene and the machinist reports on the course of the action and says that the bridge has already been informed. Ist das jetzt aus? Ja, ist aus. Alles im Griff. The chief orders the cleaning materials bin to be brought up on deck and the extinguisher must be refilled and replaced on the wall. Und den Feuerlöscher wieder auffüllen und an die Wand hängen. Alles klar. Alles klar? Ja.
The causes of the fire must be established. The chief goes up to the bridge, and the master is to be informed. Статистика подтверждает, команде удается погасить пожар на морских судах в самом его начале. Are extinguished as they arise by the crew using suitable firefighting equipment. Хорошая подготовка, а также исправное оборудование для успешной борьбы с пожаром. В каждом машинном отделении есть автоматическое противопожарное устройство. Every engine room is equipped with an automatic fire detection and alarm system. Пожарная сигнализация срабатывает на тепло, огонь или дым и подает аварийный сигнал на мостик. The fire alarm system installed there displays the endangered areas. Для мануальной подачи аварийной тревоги на борту имеются телефоны или ручные сигнальные устройства. For fighting large-scale fires in holds, pump rooms and engine rooms, batteries of CO2 cylinders are installed. Для погашения пожара крупных масштабов на борту судна установлены устройства с углекислым газом. The experimental model demonstrates the effects. The colorless and odorless CO2 is heavier than air and displaces the oxygen needed for combustion. Демонстрация. Бесцветный углекислый газ не имеет запаха и тяжелее воздуха. Он вытесняет кислород и таким образом гасит огонь. За счет охлаждения испарений возникает густой туман. Важно не допустить поступления кислорода в помещение, чтобы избежать повторного воспламенения. Опасность возникновения пожаров можно предупредить, например, за счет регулярного контроля. Все воздушные затворы должны быть в исправном состоянии. Самозапирающиеся замки дверей должны безукоризненно работать. Двери должны быть закрыты. Flanges and glands on fuel pipes are a special hazard. Vibrations can cause metal fatigue or loosen screws. Особую опасность предоставляет система подачи топлива. От вибраций могут ослабнуть болты, поэтому их нужно регулярно контролировать. Подтекающее топливо, которое может воспламениться от горячих газоотводных труб, приводит к фатальным последствиям. And the last round before going off duty deserves a particularly critical inspection for the sake of good seamanship. Все члены команды должны обязательно следить за противопожарной безопасностью. Помните об этом. Безопасность касается всех. Ветер, человек, техника, место работы, корабль. Никто не застрахован от риска. Принимайте предупредительные меры. Тренировка в противопожарной безопасности жизненно необходима. The alarm sounds and the duty engineer contacts the bridge. He's going below to recce the scene. Contact will be maintained by RT. The master is informed. Er hat sich gerade abgemeldet. Geht runter in die Maschine, guckt, was los ist. Okay. He calls for the chief engineer and orders general fire alarm. The chief is on his way. The duty engineer reports the fire to the bridge.
The engine room is thick with smoke, and there is a visible glare. Fire in the engine room. Тревога. Огонь в машинном отделении. Важную роль играет четкая коммуникация. Понял. Отключить главный двигатель и вспомогательный дизель. Выпустить воздух. Отключить насосы. Roll call at the muster station. Schümann, hier. Huber? Hier. Anke? Ja. Schmidt? Jo. Lohmann? Hier. Duty engineer reports to the bridge that all quick-close valves are shut. He will proceed to the emergency generator and on to the emergency fire pump. Verstanden. The muster station reports that the crew are all Всем на present and сборочную correct. площадку. Verschluss. The master orders the engine room to be closed off. Задрать двигатель. Verschlusszustand Maschine herstellen. The command is passed on to the crew, who are divided into fire damper groups 1 to 4, each receiving a check card. Branddampfgruppe 3. Branddampfgruppe 4. Tür und zweites Deck sind dicht. Hier, zweites Deck ist dick. The groups report back when the dampers have been closed and hand back the check cards. Gruppe 3 alles verschlossen. Hauptdeck auch alles verschlossen. The muster station reports to the bridge that the closed condition has now been established. Okay. The master gives the orders to flood the engine room with CO2. Запустить углекислый газ в машинное отделение. Before activating the CO2 flooding unit, Внимание! absolutely Прежде sure чем пустить that углекислый no газ one из has been огнетушителя, left behind in the убедитесь, room to что be в машинном flooded with отделении mortal никого hazard. нет. Опасно для жизни. It's a fact that a large number of engine room fires are caused by flammable liquids igniting on hot surfaces like exhaust manifolds or superheated steam pipes. Здесь показано действие углекислого газа при тушении пожара Heavy oil горящей are preheated жидкости. and pumped at high pressure. Even the smallest leak in a pipe system allows the fuel to escape as a fine mist or jet. Фактом является то, что большинство пожаров возникает из-за воспламенения топлива от горячей поверхности. Например, газоотводные трубы, дизельные масла или тяжелые масла находятся под высоким давлением. Даже при самой незначительной утечке в системе топливо бьет фонтаном и легко воспламеняется. Горящая нефть вызывает сильный дым и значительное повышение температуры в машинном отделении. Здесь показано действие углекислого газа при тушении пожара горящей жидкости. The breathing apparatus now has to be got ready and fire hoses run out. The necessary equipment is kept in the safety store. Breathing apparatus, safety helmets, gloves, safety lines, heat-resistant suits, and so on. Use of the equipment is practiced in fire drills. Не случайно так необходима тренировка по противопожарной безопасности на борту. Важно, чтобы каждый мог быстро занять свое место, не теряя жизненно важного времени в случае настоящего пожара. A systematic search enables the crew to locate the source of the fire and heat generation. By carefully feeling the adjacent bulkheads, the heat На ощупь propagation проверяется can be уровень ascertained. температуры. But take care if the paintwork shows signs of discoloration or even blistering. Approach the Однако site будьте slowly осторожны, using the palm если or покрытие back of the стенки hand поменяло and watch окраску out for или же rising heat. образовались пузыри. После охлаждения машинного отделения нужно проверить, в каком месте возник пожар. After the site of the blaze has cooled off sufficiently, it is still necessary to check for any Как pockets здесь of fire показано, still remaining. 2 человека в противогазах, Here, 2 предохранительный men, equipped линь with breathing и порошковый apparatus, огнетушитель. safety lines, and Проветривать extinguishers помещение are searching можно the только site. после того, как вы убедитесь, что при поступлении кислорода Only нет when they are опасности certain повторного that infeed of воспламенения. atmospheric oxygen will not lead to renewed ignition, may the closed condition be cancelled. Then the engine room can be reventilated.
Оценка нанесенного ущерба и срочный ремонт для быстрого запуска главного двигателя. Пожар в машинном отделении – это кошмарный сон для любого моряка, но не тогда, когда каждый в отдельности знает, что ему делать. Признаюсь, тренировка в безопасности – увлекательная вещь, но только она может вас научить, как можно спасти жизнь в случае бедствия.